Привет, друзья! В этот зубодробительный фильм перенесли на киноэкран героев популярной видеоигры Dead or Alive. Он целиком снимался в Китае на фоне естественных красот города Гуйлинь, который считается самым красивым местом в Китае. Что же касается актерских работ, то фильм может похвастаться международной съемочной группой, состоящей из восходящих звезд и спортсменов мирового уровня, что позволило снять такие невероятные сцены поединков, каких еще не было ни в одном фильме. Фильм представляет собой некий гибрид между фильмами «Ангелы Чарли» и «Выход дракона». 4 красивые и спортивные женщины начинают как соперницы в тайном состязании по боевым искусствам, а затем обнаруживается, что они все вместе должны противостоять некоторой мрачной силе. Режиссером картины выступил Кори Уэйн, который снял более 30 фильмов. И его первым американским проектом стал остросюжетный фильм «Смертельное оружие 4», в котором он работал как постановщик боевых сцен. Также он поработал над боевыми и экшн-сценами в научно-фантастическом боевике «Люди Икс». У актеров было очень жесткое расписание тренировок, чтобы привести киногероев в максимальное соответствие с их прототипами из игры. Все исполнители главных ролей к началу съемок обладали отменным здоровьем и были в хорошей физической форме. Актриса Джейми Пресли, которая играет роль суперзвезды Тины Армстронг, в течение многих лет занималась гимнастикой и кикбоксингом. Сара Картер, которая играет роль экстраординарной Хелены Дуглас, в прошлом профессиональная танцовщица, выступавшая с труппой королевского балета в Виннипеге. Актриса и модель Девон Аоки в прошлом занималась боевыми искусствами, однако она первая призналась, что у нее никогда в жизни не было таких интенсивных тренировок. Каждому актеру и актрисе было представлено по 3 специальных тренера. Сначала все усилия были направлены на укрепление сердечно-сосудистой системы актеров. Позже начались занятия по технике боя, это удары ногами и кулаками, а также различные движения, применяемые в боевых искусствах. Как признается актриса Холли Вэланс, ее подготовка к роли воровки Кристи была очень болезненной и оставила кучу синяков и травм. Они тренировались по 6 часов в день, и это в течение нескольких месяцев. У нее болели такие части тела, о существовании которых даже не подозревала. Пройдя длинный путь, актриса призналась, что ей все это понравилось, особенно она осталась довольно усиленными тренировками, которые изменили ее тело и развили красивые мускулы. Кстати, не все актеры были новичками в боевых искусствах. Кин Касуги и Чоу виртуозно владеют техникой восточных единоборств, а Джейми Пресли едва ли не лучшая девушка-борец. Все трое были очень хорошо тренированными, а остальные же должны были учиться с нуля. Прошлое режиссера как мастера боевых искусств и каскадера оказало большое влияние на постановку фильма. Никогда еще со времен Брюса Ли поединки и драки не снимали подобным образом. От их поединков захватывает дух и усиливается сердцебиение, глядя на которые понимаешь, почему это носит название боевого искусства. По части файтинга, безусловно являющегося главной составляющей фильма, нет ни малейших нареканий, и определенно это сильнейшая сторона картины. Фильм красив и красочен, но и достаточно бессмысленный. Большой ошибкой будет пойти на сеанс и ожидать от него интересный сюжет или что-то серьезное. Однако же, если знать о фильме заранее и изначально настроить себя на просмотр красивой боевой хореографии, то может выйти толк и получить немалое удовольствие. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.